Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Ведоврата. И сегодня у нас астрологическая тема, хотя сама тема очень интересная. Прогноз для государства США на 26 год. То есть астрологический прогноз и рекомендации для Соединенных Штатов Америки на наступивший 2026 год. Но это будет не экономический, не политический, не геополитический прогноз, а астрологический прогноз. И это будет не просто астрология, а ведическая астрология, джотиш. А точнее такой раздел ведической астрологии, как Самхита Джотиш. План у нас большой, видео будет долгим. Если вы куда-то спешите, тогда лучше его не начинайте смотреть, потому что это надолго. Итак, я не буду долго рассказывать информационные астрологические методы, подходы и тезисы. Я просто скажу, что я использую для того, чтобы давать прогнозы. И кроме того, что я опишу, какие будут тенденции различных этапов, интервалов, частей 26 года, я еще скажу, каким влиянием к изменениям это приведет и что следует делать. И конкретным людям, то есть жителям страны Соединенные Штаты Америки, и, может быть, управляющим структурам, правительству, властям и так далее. И немного сделаем соотнесение, какие периоды были в прошлом и как это отразилось на жизни США и в целом как государства и ее населения, народа, нации, людей. Почему нужно не просто делать прогнозы на будущее, а еще смотреть, как мы прогнозировали жизнь страны в прошлом и насколько оно осуществилось. Это позволяет нам соотносить, что мы видим и что происходит, что указывает ведическая астрология Джотиш и что происходит в реалиях, то есть в реальности, в действительности жизни. И есть такое выражение, то есть понимание прошлое дает нам возможность сделать его проекцию на будущее. В астрологии это называется астрологический континуум. Прошлое, настоящее, будущее. Сейчас в настоящем так, потому что кое-что было в прошлом, и зная, что было, каковы тенденции, что происходит, видя реальность сейчас, мы можем прогнозировать будущее. Итак, у нас будет 3 больших части, и в ней будет каждая подчасть. Первая часть, мы посмотрим, какие есть долговременные или среднесрочные интервалы 2026 года. И с точки зрения ведической астрологии год делится на 2 длинных интервала. Они там среднесрочные. Я буду иногда говорить терминологию, как медик называет же название лекарств или каких-то там органов, мышц или чего-то еще. И это система знаний, это наука. В астрологии тоже есть свои понятия. Это антардаша, среднесрочный период, который длится 1-2 года. И в 26 году, в конце марта, точнее 28 марта, завершается предыдущий этот среднесрочный период антардаша, который называется Раху-Будха, и причем Будха находится в первой пхаве от Раху. И потом, после 28 марта, то есть после конца марта, 3 квартала, 3 четверти 26 года будет вторая его часть, не половина, а 3 четверти. Это тоже будет среднесрочный период, который я пишу позже. Итак, среднесрочные, которые длятся 1-2 года, периоды или интервалы, он начался еще в 23 году. Им управляют 2 грахи Раху и Будха. Раху – это сила стремлений, устремлений в будущее, сила желаний, мечтаний, ошибок, иллюзий в связи с этим. А также это что-то иное, необычное, нетипичное, ненормальное, странное, искусственное, выходящее за рамки, может быть незаконное, а может быть чужеземное и так далее. Будха – это сила, которая отвечает за формы,
форматы, за информацию, обмен ею, обработку, то есть интеллект, логика, дискриминация как развлечение, умение различать, различать, да, по-другому не скажешь, классифицировать, систематизировать, коммуникации и все, что с этим связано. Их взаимодействие началось еще в 2023 году и в 2026 году в конце марта закончится. Вместе, и причем вместе они вследствие того, что они оба управляют этим интервалом времени, и вместе они находятся в карте страны, в карте США, то есть в карте на момент основания страны. Вот. Их влияния смешиваются. Вот. Таким образом, допустим, информация, то есть интеллект, логика, используется для манипуляций, для иллюзий, для введения в заблуждение, для информационных войн. Вот. Делается информационный шум, чтобы получить там выгодную делку. Вот. И это перенапрягает информационное поле. То есть интеллект в таком состоянии путается в информации, совершает ошибки, возникает информационное перенапряжение, и это приводит к наличию большого количества информации, которая не обладает ценностью, смыслом, которая чаще мешает, чем помогает. Значит, прогноз до конца марта на первую четверть 2026 года, значит, будут внезапные трансформации, изменения, основанные на информационных вбросах, на, скажем, кибервойнах, информационных атаках, на применении подтасовки фактов или подобранной информации, на надувании так называемого мыльного пузыря, там, муссирование каких-то слухов, вбросов. Вот. Это будет приводить к ошибкам большинству людей, да, они будут покупать не то, что нужно, вкладывать не туда, куда нужно. Вот. Из положительного, что это можно осознавать, да, рациональный разум, так называемое критическое мышление в том числе, они помогают быть внимательными к этому и не доверять информации, источникам информации. Что из положительного, вот это вот напряжение, это в некотором смысле кризис. Вот, и есть специальная комбинация в ведической астрологии Джотиш, Випарита Раджа Йога. Это значит кризис как источник развития. Да? Успех от обратного. Успех не благодаря удаче, везению, а через преодоление трудностей, через победу над врагами. Да? Приобретение через потери, но это немного поэтическое выражение. Через борьбу и поражение конкурентов. Как это уже отразилось в прошлом, это же началось не с начала 2026 года, а еще в 2023 году. Значит, в сентябре 2023 года вот этот трехлетний интервал начался, Антардаша, Раху, Будха, и там были большие многочисленные политические события, такие как вот дебаты, связанные с выборами президента США, судебные процессы, которые, скорее всего, были не поиском справедливости, а информационной политикой. Суды нужны были, допустим, тому же самому тогда кандидату в президенты Трампу не для того, чтобы получить справедливое решение, а чтобы это выдать как информационный поток, сплотить свой электорат, построить на этой информации свою кампанию, прикинуться жертвой системы. Да? То есть сам суд был просто поводом, а вокруг него разгонялась информация. Ну и другие там нечестные нападки, то есть описывание индивидуальных качеств, особенностей личности, там, возраста или каких-то других особенностей человека, которые непорядочные. Да? То есть нужно спорить с идеей противника, нужно оспаривать тезис, нужно оспаривать утверждение,
а не говорить, что, допустим, там худой или толстый, высокий или маленький, старый или молодой, да, там кривой, прямой и так далее. То есть нужно спор не переводить на личность оппонента, а видеть его идеи. Вот. Это было бы справедливо, но было так, как было. Ну и советы на вот эти вот 3 года, которые начались в сентябре 23 года и завершаются в конце марта 26 года, всем быть осторожными с информацией. И жителям страны США, вот, и те, кто отвечает за информационную политику, там, или государство, или компании, или правительство. Вот. Не доверять даже как бы официальным источникам, да, огромный риск дезинформации, специального создания информационного поля, вот, и проверять особенно тщательно важную информацию, важные факты. То есть 3 раза проверять какой-то факт. Вроде простой факт, день рождения человека. Перепроверьте дату, месяц и год трижды с утроенным усердием. Да? Вот. Почему? Потому что Будха, Меркурий — это информация и обмен ею. Вот. А Раху — это ненормальность, аномальность, иногда искажение, иногда иллюзорность, иногда обман и мошенничество. Вот. Кроме того, Будха в первой бхаве от Раху, это означает, что первая бхава — это сама страна, ее самость, ее суть, ее дух, ее самоотождествление, как еще сказать самость, selfness, если писать с большой буквы вот эти английские слова, вот, они находятся в опасности. То есть вот это желание легкого получения, да, или больших денег, больших прибылей, больших налогов или чего там, пошлин, вот, они приводят к опасности существования в целом страны. Вот, это создает угрозы и риски. Как минимум потому, что, допустим, прогнозы результатов политических, экономических, законодательных решений могут быть ошибочны. То есть кто-то говорит, вот давайте сделаем так, и будет огромная прибыль. Перепроверили, вроде бы да, а потом раз, это ошибка прогноза. И выходит, что что-то выходит боком, вот, а был ошибочный прогноз. Ну и желание получить легкий и большой результат. Вот. И возможны заговоры в США по конец марта 26 года. Это может быть виртуальные заговоры, такие как кибератаки, информационные вбросы. Это может быть гибридные опасности, то есть как бы подкуп определенных людей, как это сказать, полезный идиот. То есть подкуп небольшими суммами глупых людей, которые могут создавать очень сильные прецеденты и быть угрозой для государства. Вторая, вот эта вот среднесрочная половина 26 года, вот, это, мы ее можем назвать так красиво, поэтически и пафосно, время решающего выбора, да, вот, как без тавтологии сказать, решающее решение. Время важного решения, судьбоносного решения. То есть, начиная с апреля, скажем, до конца 26 года, а еще больше там оно будет идти и далее в 27 году, это следующая уже Антардаша, она в астрологии называется Раху-Кету. Вот, причем Кету находится от Раху в 7-й бхаве, и мы должны рассмотреть Граху-Кету, 7-ю бхаву в целом, и Кету в 7-й бхаве, чтобы описать вторую часть 26 года, среднесрочную. Значит, Кету, да, это сила того, что позади, сила прошлого, сила прошлого опыта, сила от того, чтобы что-то оставить в прошлом, то есть от чего-то отказаться, сила отдавания, лишения по-хорошему, тогда это утрата, и
По-хорошему это значит отречение, освобождение, да, и лишение по-плохому, это значит потеря, утрата, отсутствие, недостаток. Вот. Вот. Это то, что нужно оставить позади. То, что нас может привязывать и от чего нужно отвязаться. Да? То, что нас может тормозить, как грязный хвост или тяжелый якорь. Символ этого хвост. Не в прямом смысле. Не, хотя может быть и у змеи, и у дракона, или у кого-то там еще, у кошки. Но это символ. Вот. И Раху, Кету, они как бы обе темные, теневые силы, но они противоположные. Не разные, а противоположные. Как прошлое противоположно будущему, как то, что впереди, противоположно то, что позади, да, как толкач противоположен тягачу. Вот. Ну, их положение, да, 1-7 Абхавы тоже создает противоположность. Значит, сам Кету по себе, он заставит государство в целом, США и его жителей посмотреть назад, повернуться и посмотреть назад, в прошлое, в свои деяния, может быть в правильные решения, тогда их продолжать, усиливать, считать их опытом, ценностями, традициями, устоями. Может быть ошибки, которые тоже есть в прошлом, которые нужно понять, принять, простить и не совершать. Да, вынести уроки из прошлого. Вот. Это очень важно. Не только потому, что есть красивая фраза, да, те, кто не знает своего прошлого, те не имеют своего будущего. Потому что в настоящем можем не заметить, что уже не та тенденция, мы не туда движемся. Мы потеряли смысл, да, мы подменили важное второстепенным, мы утратили что-то ценное, да, принципы, традиции, устои. Вот. А мы смотрели, что было, что сейчас, и мы можем заметить, что да, как-то мы отклонились, свернули, и нужно повернуться туда, куда мы должны идти. 7-я Абхава – это противоположное, то есть не я, а другие. Да, если в контексте человека это его партнеры, компаньоны и так далее, в контексте страны это партнеры страны, да, страны, с которыми идет сотрудничество, страны, с которыми мы обмениваем взаимовыгодно ресурсами, другие страны, с которыми партнерские, сотруднические отношения. Вот. И Кету там даст свои качества, как вот непонятность, таинственность, скрытность, затуманенность, неясность, непубличность, подковерность, непредсказуемость, вот еще хорошее слово. Да, то есть будут какие-то неожиданные ситуации, связанные с другими странами, с которыми вроде бы нам партнеры, но потом видим, что их поведение совсем не партнерское. Вроде бы мы сотрудничаем, но видим, что мы никакого совместного ресурсов, совместную пользу не имеем. Вот. Ну, из хорошего это так называемые мутные схемы в положительном полезном контексте, то есть можно ловить рыбу в мутной воде. Да? То есть Кету может напустить туману, все скрыть, вот, под покровом ночи, да, темноты. Вот, легче делать то, что не хотелось бы, чтобы другие видели. Ну и в целом ухудшение в партнерских отношениях государства. Из того, что должно произойти, вот почему это, как я сказал, судьбоносное решение, да, крутой перелом или важный переход. Вот в течение вот этого вот среднесрочного интервала с апреля 26 по апрель 27 в США произойдут серьезные политические изменения. То есть, во-первых, это будет середина, экватор президентского срока. И это будет уже спрос президента. Он уже не может сваливать вину на тех, кто был до него, на попередников. Вот. Будут промежуточные выборы. Вот. И начнется следующая президентская кампания. Это очень серьезные изменения. Вот.
ну, я не специалист в политике США, но, допустим, промежуточные выборы в Конгресс, так называемые midterms elections, вот, это очень важное событие, которое покажут, сможет ли вторую половину своего срока, да, Трамп контролировать страну, партии, ну, власть, свое окружение, то есть сможет ли он управлять, будет у него достаточно власти. Кроме того, будут выборы, ну, вот, в Конгресс, и будет избрана вся Палата представителей и треть Сената. И если при этом администрация президента потеряет контроль хотя бы над одной палат Конгресса, тогда законодательная система может не поддерживать идеи Трампа, и все, что у него тут получилось сделать как его инициативы и поддержанное Конгрессом, уже не будет поддержано. То есть его там вот эти вот налоговые войны, налоговые льготы, построение стены или что-то еще уже не будет финансировано Конгрессом. Вот. Кроме того, там, возможно, снова не будет денег, то есть так называемый шатдаун, сворачивание, остановка финансирования государственной машины из-за отсутствия бюджета. Это тоже будет, ну, серьезным поводом для войны и шантажа между обеими партиями, республиканской и демократической. Вот. И в этот же период, да, по апрелю 27 года будут зарегистрированы кандидаты на следующие выборы. Да, и мы уже узнаем, будет ли он пытаться попасть на третий срок, и если нет, кто будет самым сильным республиканским кандидатом и демократическим кандидатом. И ситуация станет уже как более, ну, предсказуемой. Далее. Советы и рекомендации на вот эту вторую часть 26 года с конца марта и там по апрель 27 года. С точки зрения астрологии это один интервал, хотя с точки зрения, как его назовем, гражданского календаря, это разные годы и интервалы. Итак, и людям, то есть конкретному человеку, человечеству, населению, да, народу и в стране в целом, как государству, правительству, администрации, нужно экономить ресурсы. То есть, с одной стороны, кажется, что страна богатая и на все денег хватит, но надо заняться не расширением, продвижением, развитием, экспансией, там, обретением новых союзников, территорий, штатов, а удержание того, что есть, с максимальной экономией ресурсов. То есть это будет сжатие экономики, но в том смысле, что надо хотя бы удержать то, что есть. То есть там, чтобы не росло, а хотя бы чтобы не уменьшалось, и должна быть очень экономная бюджетная политика. Ну и государственная, и частная, и индивидуальная. Вот. Поскольку мы много уже упомянули про прошлый опыт, да, нужно обратиться к прошлому, к тому, что уже было в истории государства, в решениях принятых, когда они были правильными, эффективными, то надо применять уже проверенные временем, исторически обоснованные методы и подходы. Вот. Потом вот это вот понятие, да, внезапность, неожиданность. Ну вот, когда я был маленький, да, и мне показали первый жесткий диск, мне сказали, нужно делать резервную копию, бэкап. Это было давно очень. Вот, я говорю, почему? Но вот специалист сказал, вопрос не в том, сломается у тебя жесткий диск или не сломается, а вопрос в том, когда это произойдет. Это может произойти неожиданно, когда там есть важные файлы, которые ты не зарезервировал, и ты не можешь их достать. Вот ты писал книгу, там месяц, книга написана, нужно нести в издательство, а диск сломался. И ты потерял месяц работы, а может быть год. Вот, поэтому вот это вот неожиданный отказ диска, да, неожиданная перестала читаться USB память, которую называют флешкой.
неожиданный сбой программы, да, как будто бывает ожидаемый сбой программы, да, unexpected error, то есть неожиданная ошибка. А у вас что, еще бывают и ожиданные ошибки, да, то есть специально вставленные. Вот. И вот эта шутка, что писец подкрался незаметно, то есть вот это вот будут неожиданные события, поэтому нужно иметь запасы, резервы, активы, как это вот НЗ перевести на английский язык. Ну, untouchable resource, то есть неприкосновенный запас. То, что не можно на черный день в хорошем смысле этого слова. Потому что что-то произошло, а у нас есть запас. У нас есть еда, топливо, дрова, вода, там, генераторы, оружие, что там еще понадобится. У нас есть запас. То есть иметь запасы на непредвиденные ситуации. А произойти может что угодно. Раз, и не работает электроэнергия. Раз, нет воды, нет газа, или что там еще может исчезнуть. Так вот раз, и все. Вот. И надеяться на внутренние ресурсы, а не на внешних партнеров. То есть вот, ну да, надеяться только на себя. Теперь краткосрочные периоды. Их будет 8 штук, они длятся приблизительно 1-2 месяца. Они менее важны, это как вот, ну, там, год разбирается на месяцы, 12 месяцев, это важно. Но месяцы можно поделить еще там, на 4 недели или на 30 дней. Месяц это более существенная задача и интервал описываемый. То же самое там день разделяется на 12 часов, вот, а можно еще делить более подробно на там, минуты или что-то еще, да, на получаса. Вот. Итак, 8 подпериодов для тех, кто изучает джотиш, это протятр даши, который будет в этом году, в 2026. Значит, еще с октября прошлого 25 года началось, и по конец марта 2026 года идет подпериод Раху Будха Шани. Вот, Шани находится в третьей бхаве от Будхи. Значит, Шани, Граха Шани, который называют неправильно планетой Сатурн, это сила ограничений, границ, разделений, структурности, сила времени, упорства, настойчивости, ну и сила простых людей. В третьей бхаве, третья бхава это усилие, обмен, коммуникации, выражение, сфера формулировок, формулирования и благодаря этому влияние и воздействие. Вот. В целом для Шани третья бхава положительная, он там находится в Упачая бхаве, то есть он дает растущие положительные результаты благодаря своему качеству настойчивости, терпения, упорства, трудолюбия, да, то есть упорного труда. Вот, поэтому в стране нужно хорошо трудолюбиво поработать вот эти вот 4-3 месяца. Вот. Особенно это касается того, что государство является проявлением третьей сферы. Это инфраструктура, то есть навести порядок в инфраструктуре. Транспорт, связь, коммуникация, там должен быть порядок. Как вот на телефонной станции или в серверной заходишь, там все проложено, подписано, подклеено. Вот. То же самое должен быть порядок в инфраструктуре страны. Вот. И информационной сфере. То есть должна быть информационная политика, ну как назовем, парадигма этой информационной политики и конкретное поддержание принципов и правил ее воплощения в жизнь. Шани это ограничение, можно даже ограничивать некоторую свободу слова, допустим, для того, чтобы не распространять лживую или вредную информацию. Вот. Кроме того, Шани это же, как мы сказали, терпение, да, трудолюбие. Вот. Можно принимать трудные решения, которые требуют
долгосрочной, ну, тяжелой деятельности, да, там, труда, но дают долгосрочные положительные результаты. То есть вот затянуть гайки не только в информационном смысле, а еще вот как бы вот затянуть пояса, чтобы потом было хорошо. Вот. И навести порядок в целом государстве, в государственных структурах, в их взаимоотношениях, в документации, в законах, в правилах, в инструкциях и так далее. Второй подпериод Раху Кету Кету, он длится в апреле 26 года. Что такое Кету, мы уже писали, повторяться не будем. В первой бхаве он находится, первую бхаву мы тоже описали, это самоидентификация, то есть сама страна, сама нация, сам народ. Вот. И Кету в первой бхаве указывает на то, что нужно быть осторожным с источниками существования страны. Не принимать новых идей, инициатив, резко изменяющих что-то решений. Вот, поскольку высока вероятность скрытых, сразу незаметных ошибок. И сохранять имеющееся. Значит, третий подпериод Раху Кету Шукра, он длится в мае-июне 26 года. Вот, Шукра, она же Афродита, она же Венера. Вот, это сила лада, гармонии, налаженности, слаженности, приятности, там же дипломатия. Вот, это плотность, плотскость, физические природные ресурсы. Шукра относительно Кету, то есть Пака Лагны или Даша Лагны, он находится в шестой бхаве. Вот, это означает, что для этой силы эта сфера будет сложной. То есть необходимо преодоление, стойкость, борьба там, с врагами, с препятствиями, с трудностями. А Шукре это трудно. Поэтому будет больше трудностей и препятствий, и будет меньше физических, телесных, материальных ресурсов для их преодоления. Вот. Кроме того, шестая бхава это конфликты, да, враждебность, поэтому будет больше споров, в целом враждебности между людьми, между организациями, партиями. Возможно, из-за этого будут скандалы, в том числе дипломатические, да, поскольку это Шукра. Вот. И из-за этого будут материальные или финансовые потери. Ну, из-за конфликтов или войн, понятно, но даже из-за скандалов и споров. Вот. И те, кто казались как бы союзниками и партнерами, могут превратиться во врагов и создавать проблемы. Советы на этот подпериод, на май-июнь, значит, избегать неразумной дипломатии, не входить в новые договоры, сделки, вот, не доверять, как назовем, визави, да, то есть другим контракторам, партнерам, странам, никому не доверять, все перепроверять, быть готовым к напряженности и во внутренней общественной жизни, и во внешних международных отношениях, там, даже к военным конфликтам. Вот. И быть готовым не только к спорам, а и трудностям, к долгам, допустим. То есть необходимости рассчитаться по долгам. Четвертый подпериод, он длится конец июня, начало июля. Раху Кету Сурья. Сурья в шестой бхаве относительно Кету. Сурья это сила правителя, источника, сила власти, ответственности, авторитарности и так далее. Вот, в шестой бхаве относительно Кету, то есть от точки отсчета, в принципе, это такое, с одной стороны, хорошее положение, потому что у Сурьи есть, у силы власти, силы правителя, правительства, есть осознанность и полномочия преодолевать трудности, бороться с врагами, вот, быть стойкими, да, быть стильными. Это проверка на стойкость, которую Сурья, как правитель, правительство, власть сдаст. Но это тяжело, это трудно, это будет сопровождаться трудностями, потерями, да.
на войне без потерь не бывает. Вот, и увеличит противоречия. Вот такой аспект, как вот не радикализация, а поляризация. Да, поляризация. То есть, ну, поляризация, да, то есть возникновение противоположных мнений по большому количеству вопросов, хотя там должно быть единство, да. Вот мы же все американцы, да, ну давайте как-то вместе вот примем одинаковое решение. Нет, половина, допустим, там за атомные электростанции, половина против. И общество поляризовано. Хотя все хотят добра своей стране и себе. Вот, советы на этот маленький, короткий период, конец июня, начало июля. Правительству и людям нужно проявить твердость, дисциплинированность, даже жесткость, то есть стойкость, да, бороться с проблемами, не быть мягкими, не пытаться уйти от них, вот, быть готовым к конфликтам, вот, и не проявлять слабость, но одновременно и лишнюю агрессию. И слабость и лишняя агрессия приведет к истощению, к уменьшению стойкости. Пятый короткий период третьего уровня Пратьянтардаша Раху Кету Шукра. Это июль 2026 года. Это Чандра во второй бхаве. Чандра, она же Селена, Луна, Месяц. Это сила восприятия и чувствования. Это мышление, воспринимающий ум Манас. Это представитель природы, материнства, публики, народа, общества. Ну и питания и заботы, да, в том числе социальной защиты, продовольствия, еды и всего остального. Во второй бхаве она чувствует себя хорошо. Вторая бхава — это ресурсы, да, материальные, природные, ценностные, вот, там, нематериальные ресурсы, в том числе финансы, состояние благосостояния. Вот, и Чандра переведет фокус внимания, что ресурсы должны быть, защищать население, давать необходимое количество, как его назовем, allowance, содержание, да, то есть необходимое количество ресурсов, чтобы люди чувствовали себя защищенными, в безопасности и могли как минимум выживать. Вот. Единственное, что там 11 Рашикунха, вот, есть некоторое беспокойство на уровне Чандры, но это может быть, допустим, там эмоциональные реакции людей на события, на решения, на ситуации, да, то есть там бурное эмоциональное обсуждение какого-то явления в соцсетях или где-то еще. Но это больше как реакции. Вот. И некоторая нестабильность, потому что месяц Чандра, Селена, Луна, она нестабильные, то есть колебания на рынках, на биржах, где там еще цены котируются. Рынки, биржи, да, и особенно это связано с материальными ресурсами. Еда, продовольствие, энергия, что там, вода и так далее. Вот. И рекомендация успокоить население, окружить его минимальной заботой, сказать, что все будет хорошо, еды хватит на всех. Вот, успокоить население, и успокоить свой эмоциональный, как его назовем, воспринимающий ум. Шестой период третьего уровня Раху Кета Мангала. Мангала, он же Арей, Люд, Марс, это сила трансформаций, огня, проникновения, начинания, владения. Вследствие этого агрессии, насилия, конфликта, войн, а также это физическая плотная энергия, да, такая как вот физическая энергия, физическая сила, плазма, энергия огня. Вот. А в государстве это энергичные структуры, то есть это силовые структуры, армия, полиция, подобные силы и яркие личности, индивидуальности, лидеры, да, не правители, не блогеры, а именно лидеры, которые уникальные личности могут за собой повести. Вот. В шестой бхаве
находится Мангала относительно Кету. Вот, шестую бхаву много раз уже писали, повторяться не будем. Значит, в принципе, это для шестой грахи это слегка негативное положение, будет больше конфликтов, в том числе военных, силовых, резких, огненных, личностных, межличностных. Столкновения, допустим, приграничные столкновения, локальные войны, спецоперации, полицейские операции, там, стрельба где-то, не дай бог. Вот. Но это позволит быть внимательным к этой сфере жизни, вот, замечать, что есть враги, которые хотят иногда прикидываться не врагами, вот, и даст людям волю и мотивацию, ну, к победе, да, еще сказать, к победе и миру в результате победы, да, то есть мотивацию бороться и победить, как вот воля к победе в спорте. Спортсмен должен быть волевым. Вот Мангала пробудет у людей волю. Минус в том, что это вызовет конфликтность, иногда агрессивность, воинственность. Вот. Иногда это даст просто сделать людей волевыми и мотивированными. И тогда они более огненные и более живучие и смогут победить. Даст волю и мотивацию к победе. Предпоследний короткий уровень, третьего уровня Пратнятардаша, Раху, Кету, Раху. Раху, понятно, в седьмой бхаве относительно Кету. Вот, мы уже Раху описывали много раз, да, будущее, устремления и так далее. Седьмую бхаву описывали, это партнерство, другие, в целом с большой буквы, да, и там сотрудничество, публичное все, взаимоотношения с другими. Вот, и Раху в седьмой бхаве, он хорош для Раху, но опасен для седьмой бхавы. То есть его нечистота, неясность, как вот темность, тень, она накрывает сферу отношений с другими, и это делает все рискованным и опасным. То есть, возможно, там предательство партнерской стороны. Может быть, какой-то неожиданный скандал, эксцентричный, какая-то вот вообще ни к селу, ни к городу, какая-то выходка чья-то. Вот. Кроме того, это там информационные атаки, кибервойны, взломы, попытки вести информационную войну, вот, и интриги. То есть Раху он интриган, то есть интриги и внутренние, и внешние. Поэтому это вот опасный период, сентябрь, октябрь, предпоследний из краткосрочных, 1-2-месячных. Вот. Нужно быть очень осторожными к внутренним интригам. Что такое может быть внутренняя интрига? Мятеж, там, бунт или что-то подобное в том числе. Советы в целом и государству, и людям. Остерегаться информации, информационных атак, вот этих вот ИПСО так называемых, то есть информационно-психологических операций. Вот. Ждать коварства врагов. Да, Раху он очень коварный. Вот. Никому не доверять, потому что вероятны измены и предательства. Вот. То, что кажется выгодным, может казаться ловушкой. Да, как вот бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот, вот это вот Раху в седьмой бхаве. Вот. Ну и людям усилить свою заботу о безопасности. Да? То есть поставить там дополнительную видеокамеру, дополнительную дверь, замок. Ну и в стране усилить свою контрразведку. В США много этих структур, которые занимаются контрразведкой. Это не только ФБР и ЦРУ. Это еще разведка армии, Инском, это Агентство национальной безопасности. И все должно быть, как сказать, в повышенной готовности. Вот. И следить за инфополем и скрытыми интригами. И последний, 8-й короткий период третьего уровня Пратнятардаша, Раху, Кету, Гуру. Гуру в шестой бхаве относительно Кету. Гуру — это сила ценностей, таких как принципы,
законы, знания, рациональность, разумность, мудрость и так далее. И носители этих ценностей. То есть люди знаний, учителя, консультанты, наставники, люди мудрости, рациональные, разумные люди. Вот. В шестой бхаве гуру чувствует себя не очень хорошо, но в шестой бхаве он принесет много пользы. Значит, сами люди гуру ослабятся, то есть учителям, судьям станет хуже, но шестая бхава улучшится. То есть эксперты, авторитеты, знающие люди, разумные, рациональные люди помогут преодолевать препятствия, выходить из беды, иногда там стражать, преодолевать, бороться. И рекомендации знать, кто является авторитетным экспертом, и к ним обращаться. Решать вопросы в справедливом порядке, через суды, через честные юридические процедуры, хотя это будет казаться трудным. Вот. Стараться не нарушать законы, принципы, закономерности, поскольку будет расплата. Вот. И быть готовым к трудностям, да, то есть, может быть, росту долгов, может быть, недостатку ресурсов, спорам, противоречиям, особенно в контексте финансов и бюджета. Итак, третья часть, предпоследняя, общий итог года, если мы соединяем первую часть, это деление года на два интервала, 3 месяца и 9 месяцев, и вторую часть, там, где она разбита на 8 1-2-месячных промежутков. Значит, как можно назвать этот год? Год перехода от информационного шторма, перенапряжения, которые дают запутанность и неясность, к закономерной, заслуженной развязке, иногда говорят там кармической, но имеется в виду кармическая как заслуженная, закономерная, вот, и необходимости беречь ресурсы и экономить. Там можно назвать его красиво и поэтически. Год великого перелома. От иллюзий будущего к расплате по счетам за прошлое. Потому что первая часть года, 3 месяца, будет продолжаться вот в том, что было последние 3 года, то есть информационные схемы, информационные маневры, информационные, как их назовем, вбросы их называют, использование информации для нечестных целей. Вот. А оставшиеся 3/4 года, с конца марта до 6, это время, когда вот эти вот ошибки придется расплатиться. Вот. И вектор жизни, он сместится с внешнего, развития, расширения, увеличения, приращения, завоевания, как что назвать, захват, экспансия, к внутреннему, как минимум к выживанию, а во-вторых, к пониманию и осмыслению, почему это все и что с этим делать. Значит, влияние сил, сил жизни, грах. До марта влияет сила информации, интеллекта, логики, обмена коммуникаций, и это дает информационный шторм. То есть слишком много информации, которая чаще всего не помогает, а мешает. Как вот говорил Гельвеций, знание небольшого количества принципов важнее, чем знание огромного количества информации. Вот. После марта сила прошлого, сила опыта, сила, отдавания, иногда отказа, отречения, иногда отбирания или потери, и обращающее внимание на прошлое, на то, что было, на причины, которые в прошлом. Причины какого-то опыта в настоящем, они будут в прошлом. Это будет не случайность, это будет закономерно результат, последствия, пхала,
закономерный результат. Вот. И большая часть года, да, 3/4, это будет вот это вот как бы оппозиция не в астрологическом смысле, а в смысловом. То есть 1 и 7 впереди противоположно тому, что позади. Прошлое противоположно будущему. Раху, он противоположен Кету. Это такая, ну, как бы оппозиция не как диалектика, не как единство противоположностей, а как вот противоречие. Да, вот, тяни, толкай. То есть непонятно, тянуть или толкать. То есть оно сзади или спереди. Да, то есть тянуться вперед или отталкиваться назад. И это дает разрыв между желаниями, ну, амбициями, стремлениями и возможностями. Вот, как это было хорошо сказано, да, то есть имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить коду, но не имею желания. И вот этот разрыв, он иногда в фильме, иногда в шутке, а иногда он может быть очень глубоким. То есть слишком далеко желания могут быть от возможностей. Это приводит как бы вот, ну, остановке, ступору. Это может быть в стране остановка управления, потеря контролируемости или экономический шок. Далее, если это все объединить, какие рекомендации на год в целом? Быть готовым к смене пути, да, парадигмы или стратегии, к перелому. Вот, постепенно отходить от следования важности информации, меньше доверять информации и больше доверять принципам, ценностям, опыту, правильным традициям. Быть менее амбициозными, экспансивными, поскольку это приведет к ошибкам. И более сдержанными, да? Осторожными еще можно сказать. Быть готовым к неожиданным изменениям в кругу партнеров, в кругу, как их назовем, друзей, да, в отношениях с другими странами. Те, кто оказались друзьями, могут перестать ими быть. И нужно быть к этому готовым, чтобы не то чтобы быть независимым, избавиться от рискованного партнерства, так уж сказать. Вот, бороться с дезинформацией, информационными атаками, там, кибератаками и подобными, быть готовыми к нечестному, нечистому и опасному применению информации. Вот. Причем вот есть такие штампы, да, то есть логичные доводы, да, официальный отчет, там, объективная информация, да, написано в энциклопедии. Вот. И там могут быть ошибки, искажения. И это может быть чужие ошибки, искажения, чтобы ввести в заблуждение, чтобы обмануть, чтобы манипулировать. Вот. И это может быть собственные ошибки, как вот говорил он, я сам обманываться рад. Вот. И всегда видеть, что кому-то выгодно сделать подтасовку фактов, подобрать и подать так информацию, чтобы мне было небезопасно, а кому-то выгодно. Вот. Предпоследняя рекомендация в целом на год. Значит, понятно, что мы не отказываемся от искусственного интеллекта и других технологий, но основой, фундаментом должны быть традиционные ценности, устои, может быть даже обычаи, да? То есть то, что проверено временем, знания и традиции, обычаи, которые проверены временем, которые нас связывают с хорошим прошлым. И иногда нужно вспомнить прошлое, чтобы выжить в настоящем. Вот. И готовым быть к неожиданным ситуациям и неожиданным поворотам. То есть
информация зарезервирована, там аккумулятор удвоенный, запас воды, еды, тепла, электроэнергии, там дров, чего еще может быть. Вот. И вот этот unexpected error, да, непредвиденная ошибка, вот, а у меня как бы это, на все есть запасной вариант, план Б. Я готов к непредвиденным отказам, ошибкам. Вот. И следить за безопасностью. Своей личной, индивидуальной, да, семейной, домашней, безопасность родных и близких, и государственная безопасность, силовые структуры, службы безопасности, там, экстренные службы и так далее, и так далее. Вот. На этом все. Возможно, людям будет интересно, какие книги были использованы для создания этого видео, да, это книга Джатака Бхаранам, книга «Ключи к карте рождения. Тантра Джотиш в таблицах». Наши книги «9 грах», «Раши», «Нумерология» и «Чакры». Вот, книга Нарасимхи Рау на английском языке, Vedic Astrology, Integrated Approach, вот, и несколько книг Санджая Радха. Вот. И в следующих выпусках я буду более подробно рассказывать о своих методах, вот, но напомню, для тех, кто изучает астрологу, кто пришел послушать не только прогноз, рекомендации, советы, а кто еще изучает астрологию или преподает, консультирует, что есть несколько подходов к изучению джотиша, есть информационный и есть тантра джотиш. Тантра джотиш сочетает рациональный и иррациональные подходы. Рациональный, мы знаем фундаментальные принципы джотиша, самые главные основы, такие как постулаты и аксиомы, и проверяем все через эти основы. И там же есть иррациональный подход в том смысле, что он не наугад, а он через ощущение, через опыт. Мы чувствуем граху как прямой опыт ее восприятия. Это то, что написано в Йога-сутрах Патанджали. И потом мы знаем, какова суть грахи по собственному опыту, по своим ощущениям, по своему осознанию. И это уже нельзя ни с кем спутать. Вот, то есть если мы говорим там, запомните, есть планета Солнце, это там царь, золото и так далее, мы запомнили, а как мы это почувствовали? Никак мы это не почувствовали, потому что даже беря золото в руки, мы его не чувствуем. Вот. А что можно ощутить? Опыт «я есть», «я существую», «я осознаю», что я осознаю», «у меня есть сознание», «я осознаю, что у меня есть сознание», «мое сознание осознает само себя». Вот. И вот такие простые ключи, они позволяют нам на собственном опыте ощутить, почувствовать, осознать все 9 грах. Вот. Ну и подробнее есть в наших книгах, я не буду это детализировать, чтобы это не выглядело как реклама. На этом на сегодня все. Благодарю вас за понимание. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели YouTube канал Ведаварата ТВ.